На фоне этой церквушки запишу видео «Франция vs Италия». Так, первое. Дороги. Рассказывал уже в коротенькой видюшке, что ловил когнитивный диссонанс. Много очень во Франции гравийных дорожек, таких третьестепенных, третьестепенных. Вот. И в Италии такие дорожки в основном асфальтовые, но асфальт там хуже. И, может быть, где-то поэтому получается, что если этот гравий не считать за дороги, то во Франции получаются, как по мне, дороги лучше. А если эти гравийные считать как дороги, потому что в Италии это типа дороги, то тогда получается, что дороги все-таки лучше в Италии. Ну, как по мне, потому что по асфальту, например, мне удобнее ходить просто, чем по гравию. Море. В Италии очень много моря, и я рассказывал про то, что они где-то в какой-то момент даже где-то забивают болта на это море, потому что много есть таких участков, которые, казалось бы, можно было классно благоустроить, но они стоят такие дикие, заброшенные до сих пор. Во Франции с этим делом все по-другому, потому что во Франции, этого берега не так уж и много. Я прошел, за сколько получается, за 20 чем-то дней я прошел там 400 километров, 500, сколько. И поэтому французы намного бережнее и трепетнее относятся. У французов есть такая штучка, они такие штучки, штучка добавлять, делать какие-то прикольные такие штучки. Итальянцы делают акцент на архитектуру, а французы какие-то такие добавляют интересные такие какие-то нюансики необычные. Их очень много на самом деле. Вот это нравится во французах. Машины. В Италии все маленькое, как мы помним. Во Франции намного разнообразнее. И французы очень любят джипы. Вот джипы, и даже есть среди этих джипов достаточно много пикапов. Вот такая вот разница по машинам. То есть французы в этом плане не жалеют денег, а любят хорошие машины, покупать дорогие. По ценам Франции, конечно, выше. Французы в этом плане, наверное, как-то себя поставили, потому что, сразу по приходу меня поставили перед фактом: да, братан, это тебе не Италия, там капучино за рубль 80, за евро 80, забудь 4. Вот. Соответственно, зарплата у них выше. Французы, соответственно, больше впахивают, выглядят больше уставшими. Итальянцы на расслабоне такие все время, кажется. Вот отсюда, кстати, выходит следующее сравнение, что итальянцы за счет того, что меньше напрягаются, на расслабоне дольше живут. Вот, а французы быстрее устают и, наверное, живут поменьше. Я точно не знаю, но мне кажется, что где-то примерно так. И, соответственно, итальянцы очень любят ездить на велосипедах, бегать. Да, французы тоже это делают, но если итальянцы, как мне кажется, делают это для того, чтобы не потолстеть, то французы делают это, наоборот, чтобы похудеть. Вот. В этом плане итальянцы намного страннее, намного спортивнее, французы такие все-таки будут поплотнее. Не скажу, что нация пузатая, нет, совсем нет, очень даже нормально, но поплотнее будут. Вот дальше по геям. Флагов геев во Франции не видел вообще. Видел пару буквально фриков за все время. В Италии было много флагов, и даже один зашквар насчет геев. Какой-то умерший в 44-м году, расстрелянный или какой-то герой, и туда прям к нему присобачили этот флаг. Зачем, не знаю. По домам заброшенным примерно одинаковое примерно количество, немножко отличаются, французы больше любят ставить заборы, но эти заборы легко преодолеваемые, итальянцы больше ставят забор, если ставят забор, меньше заборов, но если ставят забор, то этот забор более серьезный. В этом плане Франция мне понравилась больше прикольных домиков, в которых я смог, и возле которых, точнее говоря, я смог переночевать. По мигрантам не показалось мне Франция прям забита. Может, я этого ожидал, но не показалось мне Франция прям забита, прям настолько мигрантами, чтобы все и что прям все такие настроенные против. Нет, они как-то мирно сосуществуют, живут, все нормально. Единственное, что, опять же, французы немножечко на измене, как по мне. Вот. И это происходит во многом от того, что французы больше средний класс, французы более легкие, жечь машины, совершать революции, как мне кажется, с итальянцев с этим туговато.
Вот, ну и, соответственно, на французов в этом плане больше надежды показывать владыкам мира сего, что как бы всеми деньгами все равно не завладеешь, давай, братан, делись, иначе будет плохо. То есть вот во многом это надежда, как вот, мне кажется, на Францию, что французы вот те, которые могут за себя постоять, и, наверное, даже где-то и получается, что и за целый мир. Французы очень любят лошадей, у них очень много лошадей. В Италии лошадей я встречал очень мало. Вот, может, потому что в Италии их больше едят. Шутка. Вот, по собакам, по кошкам, как бы в основном, да, в основном все домовитое такое, хорошее, но 2 раза во Франции я натыкался на стафов, они такие были в ошейниках, оба видно где-то вот рядом с домом, но оба выражали как бы свое негодование, хозяев не было видно, выражали свое негодование, одному я перерезал, наши пути пересекались, мы друг друга поняли, я осторожно отошел, он пошел своей дорогой, а другой как бы типа охранял территорию. Но в эти моменты было довольно-таки неприятно, потому что хозяина рядом нету, собаки немножечко как бы агрессивничают, и это напрягало. Французы мужчины, ну, французы такие разные. Итальянцы как-то, мне кажется, все-таки дружнее, французы немножко более разобщены, но во многом потому, что они разные, и как бы, и, наверное, и доход разный где-то, и, опять же, и выходцы из разных стран, из разных мест, из разных категорий жизненных, как бы много гопников во Франции, мне показалось. Итальянцы в этом плане какие-то более цельные немножечко. А что касается мигрантов, то, как бы, не знаю, никаких проблем ни во Франции, ни в Италии особо я не увидел. То есть уживаются и там нормально относятся, поэтому, ну, такое. В целом все.